Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как вяжется вот такая вот сумочка для телефона. Но ее можно вязать и не только для телефона. И крючок у меня номер 4, а пряжа макраме котон. И кто не видел, я уже в ютубе выставила тоже вот такую вот сумочку. Делаем вот такую вот одну петлю, и теперь нам нужно с вами набрать 16 воздушных петель. Теперь, пока мы набираем, я хотела вам рассказать про пряжу. Пряжу для телефонов и для сумочек желательно брать вот эти вот из пряжи макраме, либо полиэстера. Рафия бумажная, мягкая, которая совсем не советую, а вот рафия, которая тоненькая, из нее также можно вязать, она очень крепкая. Теперь набираем еще одну петельку 17 и во вторую от крючка провязываем столбик без накида. И также до конца ряда в каждую петельку провязываем столбики без накида. И теперь в последнюю петельку нам нужно провязать с вами 3 столбика без накида в одну петлю. И сразу наш хвостик также прячем. Провязали, и теперь следующие петельки провязываем по одному столбику без накида до конца ряда. И теперь смотрите, в самом конце у нас остается такая межпетля между столбиками, да, она такая по центру прям, и вот в нее мы делаем соединительную петлю, и у нас вот закончился первый ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема. Теперь вяжем еще одну воздушную петлю, делаем накид и сюда же ее вытаскиваем, провязываем 2 петли. Теперь делаем накид, одну петельку пропускаем и в следующую вытаскиваем рабочую нить. У нас уже 4 петли. Делаем накид, вытаскиваем рабочую нить и провязываем все вместе и закрываем вот такой воздушной петлей. Теперь еще раз буду показывать. Накид, сюда же вытаскиваем рабочую нить и провязываем первые 2 петли. Накид, одну петлю пропускаем и в следующую вытаскиваем рабочую нить. Накид, сюда же вытаскиваем рабочую нить и провязываем все вместе и 1 воздушная петля подъема. Накид, сюда же вытаскиваем и 2 провязываем. Накид, одну петлю пропускаем, в следующую вытаскиваем рабочую нить, накид, вытаскиваем рабочую нить и провязываем все вместе и делаем 1 воздушную петлю подъема. Таким образом мы с вами вяжем по кругу. 2 провязываем, накид, петельку пропускаем, в следующую петлю вытаскиваем рабочую нить, накид, вытаскиваем рабочую нить, провязываем все вместе и 1 воздушная петля. Вот что у нас получается. Давайте провяжем по кругу. Теперь
Довязали мы до конца. Смотрите, у нас еще одну сейчас я должна последнюю провязать. 2 петли, накид. Вот я одну петлю пропускаю, в следующую петельку я делаю, вытаскиваю, еще накид, вытаскиваю и провязываю все вместе, делаю воздушную петельку. Теперь смотрите, цветочек была дырочка, до нее у нас были 2 воздушные петли подъема, да, в начале ряда. И вот в эту первую петлю я делаю соединительную петельку. Вот так, таким образом делаю еще одна петля, вторая петля, делаем накид и сюда же провязываем 2 петли. Теперь делаем накид, и вот здесь у меня есть такой цветочек образовался, где в предыдущем ряду у нас была воздушная петелька, да, и в нее же еще один рисунок остается тот же. Вот такая же воздушная петля была в предыдущем. Накид, и сюда же в этот цветочек вытаскиваем рабочую нить, 2 провязываем, накид. У нас как раз одна петелька пропускается, и есть вот эта вот воздушная петелька снизу, как бы цветочек, такая она немножко суженная, эта петелька, ее можно различить. И таким образом мы этот рисунок сохраняем. Также вяжем все по кругу. И не забывайте, что в конце у нас, где мы делаем 2 воздушные петли подъема, да, для начала ряда, в первую петлю у нас идет соединительная петля. Если вы не помните, возвращайтесь и посмотрите видео, где первый ряд заканчивается. Как раз специально для вас я его немножко замедлила, чтобы вам было более-менее понятно по рисунку. Ну и вот давайте посмотрим еще раз вместе конец ряда. Вот у нас здесь цветочек, вот эта зажатая петелька. 1 и 2 петля. И вот как раз в эту вторую петельку мы с вами провязываем соединительную петлю. И теперь делаем 2 воздушные петли подъема. И рисунок у нас начинает повторяться все точно так же. Провязываем 2, накид. Вот эта большая петля пропускается, и в зауженную, в цветочек, мы уже будем провязывать столбики такие с накидом, да, наш цветочек. Не забывайте провязывать, будьте внимательны и не забывайте провязывать эту воздушную петлю, когда мы все вместе их провязываем. Вот она как раз. Вяжем теперь по кругу и просто вверх. Вот такой вот красивый цветочек получается. Так, и вот что у нас с вами получилось. Боковая часть вам может показаться, что как будто немножко стягивается, но ее можно растянуть, и она встает на место. Ну и давайте покажу вам, как связать ручку, ремешочек. Как раз у нас идет боковая часть, делаем 2 воздушные петли подъема, накид, рисунок остается тот же, вытаскиваем рабочую нить, накид, вытаскиваем рабочую нить, провязываем все вместе и 2 воздушные петли подъема. То же самое накид, и вот в эту вот петлю большую провязываем, накид, вытаскиваем, провязываем все вместе и 2 воздушные петли подъема.
накид, в большую петлю в первую, вытаскиваем рабочую нить, накид, вытаскиваем рабочую нить, провязываем все вместе и 2 воздушные петли подъема. Старайтесь петли не зажимать, а старайтесь их полностью вытаскивать, тогда будет очень красиво смотреться. Когда будут петли зажатые, даже в накиде, и они получатся такие как бы маленькие и скованные. Все, вяжите таким образом длина, которая вам нужна. Вы можете сделать маленькую ручку, а можно сделать длинную, которую можно будет повесить через плечо. Вот такая вот у меня ручка получилась. Достаточно я делаю такую длинную, чтобы ее можно носить было через плечо. Теперь выравниваем, смотрим, чтобы она у нас нигде никак не перекосилась. Поправляем, где нам нужно, да. И теперь с другого, получается, с другой серединки по бокам я ввожу крючок в петельку, вытаскиваю ниточку и делаю соединительную петлю. И сделаю еще одну. Так. И вытаскиваем рабочую эту ниточку. Можно ее обрезать и все. И мы ее прячем вовнутрь нашей сумочки. С такой иголочкой. Ну и здесь вы уже можете ее прятать как хотите. Возможно, у вас есть какие-то свои приемы. Это можно делать просто крючком, либо так, как я, иголочкой. Ну и вот что у меня в итоге получилось. Что непонятно, спрашивайте. Всем постараюсь ответить сразу. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока.